Итак, президент Трамп находится в Давосе, и он не знаменитый голос за кадром. Знаменитый голос за кадром в Давосе — 17-летняя Грета Танберг. Ей 17, но я не знал, что ей 17. Имея в виду, что СМИ изображает ее как 14-летнюю. Это не значит, что она взрослая, это значит, что она общественный деятель. И она заслуживает любой критики, как и любой другой общественный деятель. Я писал авторскую колонку, когда мне было 17-18 лет, но многие глупые вещи в 17-18 лет означают, что иногда ты говоришь глупости, которые относятся не к Грете Танберг, а ко всем, кто воспринимает ее всерьез. И тот факт, что Грету Танберг поддерживают как великую интеллектуальную силу, действительно поражает, потому что вся ее речь сводится к тому, что я ребенок, и я очень злая, и все. Она ребенок, и она сердится, и она даже не скрывает это. Она ребенок, который сердится, и она ходит и кричит на взрослых. И взрослые, которые хотят использовать этот гнев как своего рода дубинку против людей, которые не согласны. И они говорят: посмотрите на этого сердитого ребенка, почему бы вам не послушать ее? Мой ответ таков: я обычно не слушаю сердитых детей, у меня их двое. У меня нет причин слушать таких детей, которых я на самом деле не люблю. Но мне нравятся мои собственные дети. Я не знаю, Грета Танберг, может, и замечательная. Но слушать ли мне ее вопли о глобальном потеплении, когда она предлагает откровенно безумные решения, я не знаю. И я говорю с уверенностью, что ее решения по глобальному потеплению откровенно безумны, и тем не менее их поддерживают все СМИ. Она прекрасная героиня, мы помещаем ее на обложки журналов, потому что ее программа заключается в том, чтобы ходить и кричать взрослым, какие они ужасные, потому что они не делают того, чего она хочет от них. Поэтому возникает вопрос, что именно она хочет, чтобы они сделали. В конце концов, было бы неплохо знать, чего именно она от них хочет. Итак, вот что Грета Танберг хочет от взрослых. И тут вот появляется Эл Гор, и он такой: я здесь, у земли жар, и Грета Танберг единственное, что может вылечить эту лихорадку. Лихорадку Эл Гора. Он там расхваливал ее, это так важно для Греты Танберг, 17-летнего вундеркинда глобального потепления. И вот здесь мы переходим к ее решению проблемы глобального потепления. И это, ребята, просто настоящее безумие. Нам не нужна низкоуглеродная экономика. Нам не нужно снижать выбросы. Наши выбросы должны прекратиться. Если мы хотим иметь шанс остаться ниже целевого уровня в 1,5 градуса. И пока у нас нет технологий, которые в масштабах страны могут снизить наши выбросы до нуля, мы должны забыть о чистом нуле. Нам нужен реальный ноль. Не чистый ноль. То есть чистый ноль означает, что мы не производим никаких дополнительных выбросов сверх той скорости, с которой мы сейчас производим. Реальный ноль. Реальный ноль означает, что вы фактически закрываете всю экономику мира. И если думаете, что я преувеличиваю, то к чему именно она призывает? Это то, что она сказала в Давосе, и за это ее превозносили в СМИ. На самом деле ее хвалят, конечно, потому что она кричит на взрослых. А левые любят поддерживать таких детей. Если вы нападаете на то, что говорят дети, и говорите: послушайте, кажется, это довольно милая молодая женщина. Я не спорю с ее страстью, это нормально. У нее есть план действий, это тоже нормально. Я спорю с ее повесткой дня. Левые могут сказать, что вы нападаете на ребенка, разве вы этого не видите? Они делают то же самое в отношении контроля над оружием. Они любят выставлять детей и говорить потом, что вы нападаете на этого бедного пострадавшего ребенка. А они говорят: нет, я думаю, что аргументы плохие, я не нападаю на ребенка, но причина, по которой левые поддерживают ее, в том, что она говорит безумные вещи. Почему вы не слушаете детей? Они же мудрейшие из нас. Именно ее злоба ко взрослым и сделала ее медийным феноменом. Меня предупреждали, что призывать людей паниковать по поводу климатического кризиса очень опасное занятие. Но не волнуйтесь. Поверьте мне, я уже делала это раньше и могу вас заверить, что это ни к чему не приведет. И для протокола. И когда это дети говорили вам не паниковать, мы не говорим вам продолжать жить как прежде. Мы не говорим вам полагаться на технологии, которые сегодня даже не существуют в таких масштабах, и наука говорит, что, возможно, никогда не будет. Мы говорим вам паниковать. Я говорю тебе паниковать. Я сказала, что хочу, чтобы вы паниковали. Она сказала, что год назад я приехала в Давос и сказала, что наш дом горит. Обычно, когда кто-то говорит тебе паниковать, это плохая идея. Когда ребенок говорит вам паниковать, вы такие: ни за что.
Я не собираюсь паниковать из-за возможного повышения глобальной температуры максимум на 4 градуса Цельсия, согласно МГЭК, в течение следующего столетия. На самом деле мы должны пытаться смягчить последствия, мы должны пытаться адаптироваться. Это не означает, что мы не можем принять меры по снижению выбросов углекислого газа. На самом деле в США добыча природного газа с помощью гидроразрыва пласта значительно снизила выбросы углерода. Атомная энергетика значительно снижает выбросы, но ее фактическое предложение состоит в том, что на Всемирном экономическом форуме этого года мы требуем, чтобы участники всех компаний, банков, учреждений и правительств немедленно прекратили все инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива, прекратили все субсидии на него и полностью от него отказались. Каждая компания, каждое правительство и каждое учреждение должны отказаться от использования ископаемого топлива. Она говорит, мы не хотим, чтобы все это было сделано к 2050, 30 или даже 2021 году. Сделать это нужно немедленно. Может, мы просим многого, и это наивно, но это лишь минимальный объем усилий, который необходим для начала быстрого, устойчивого перехода. Ну, поскольку вы говорите о конце цивилизации в ее нынешнем виде. Да, это кажется много. Хочу сказать, этого многовато при имеющихся доказательствах. Всегда легче заставить людей сплотиться вокруг проблемы, чем заставить их сплотиться вокруг решения. Когда речь идет о больших проблемах, вы должны предлагать реальные решения, а не ерунду. А затем выставляете детей, чтобы заявить, что вы не принимаете решения, которые буквально никто не хочет принимать. Эл Гор не стал бы этого делать. Будь вы президентом США, вы бы тоже не стали. Парижские соглашения были не такими. Любой взрослый человек на Земле скажет, что это безумие. И все же все они говорят: Грета Танберг — герой республики. Как же это раздражает.